вспышка срабатывает от своего света. Если установить зонтик, то отраженный свет попадает на датчик и вспышка срабатывает. Датчик нужно развернуть. Вот так. Шть. И заодно убрать этот неизвестный потек. Конденсаторы нужно обязательно разрядить и убедиться, что на них отсутствует напряжение. Вот здесь. Аккуратно откручиваю поджигающий провод. И достаю лампу. Напряжение низкое. 4 вольта. Можно продолжать. Вытащить плату не удается. Корпус датчика подплавился, и датчик не извлекается. Аккуратно откушу часть корпуса. Плата чистенькая. Откуда же потек? Может, из конденсатора? И здесь чисто. Поверну датчик. Теперь он будет принимать свет отсюда. Такое простое и полезное улучшение. С этой стороны тоже потек. Так просто не убрать. Буду греть. Удается. Красота. Проверю конденсатор. Все-таки непонятно, откуда потек. Конденсатор в порядке.
Готово. Вместо галогеновой лампы можно поставить светодиодную. Мощность маленькой лампы не указана. Она, по легенде, 3 Вт. Это помощнее, зато не влазит. Ничего. Легкая доработка. И готово. Как будто она здесь и была. Чуть-чуть выпирает. Изменю настройки. Так виднее. А спереди не срабатывает.